По отношению к искусственному интеллекту люди делятся на три категории. Тех, кто всячески поддерживает данные технологии и радуется приближению мира Skynet. Тех, кто очень скептично настроен ко всему, что касается роботизации, искусственному интеллекту и всему, что находится вокруг. Ну и, конечно, есть люди, которым вообще по барабану на все это дело. И есть даже люди, которые совершенно не подозревают о существовании подобных технологий. Сегодня мы поговорим о том, как искусственный интеллект влияет на работу звукорежиссера. Плохо ли это или хорошо? Алгоритмы искусственного интеллекта в плагинах и программах, с которыми мы работаем. Давайте разбираться. Существует мнение, что если алгоритмы искусственного интеллекта в плагинах станут слишком продвинутыми, мы с вами потеряем работу. Но я с этим категорически не согласен. Алгоритмы искусственного интеллекта в плагинах развиваются несколько в ином направлении. Они работают как виртуальные помощники, как ассистенты звукорежиссеров. И сейчас мы в этом убедимся. Послушаем микс. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. Все искажено. Запрещать запрещено. Я слышу, что гитарам нужно добавить яркости, и поэтому воспользуюсь эквалайзером. В качестве эквалайзера я возьму Pink 4EQ. Но вместо того, чтобы настраивать его, я воспользуюсь пресетом искусственного интеллекта, и мы посмотрим, что из этого получится. Действие равно противодействию. Конечно же, я выбираю пресет Олега Ершова. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. Все искажено. Запрещать запрещено. И вот звучание гитар улучшилось и стало таким, как нужно. Единственный момент, мне кажется, что нижнюю середину, вместо того, чтобы ослаблять, мы можем усилить. Давайте послушаем. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. Все искажено. Действительно, вместо того, чтобы ослабить 500 Гц, я их немного восстановил. От микса к миксу эти настройки могут отличаться, но вот как раз отличный пример того, как работают пресеты искусственного интеллекта. Они дают нам отправные точки, с которыми мы потом можем работать так, как нам это нужно, исходя из того, что мы слышим. Конечно, в моем пресете есть настройки, которые и усиливают 500 Гц, но для данного микса плагин предложил ослабить их. Тем не менее, мое решение было отличным от решения машины. И это ли не прекрасно? Продолжим. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Попробуем усилить бас. Действительно, его нужно немного прокачать. Начнем с эквалайзера. Для баса я люблю Jade. И здесь, неожиданно, но мы также воспользуемся моим пресетом. И вот больше жира, больше высоких частот, бас стал более разборчивым. Мне это нравится. Но прежде чем мы перейдем к прослушиванию микса, мы еще дополнительно усилим бас. Но на этот раз воспользуемся плагином от Isotope. Это будет Neutron 3. Здесь также доступны алгоритмы искусственного интеллекта. Попробуем их. Auto Detect, Balanced, Medium, Next. Принимаем обработки и видим, что скульптор предложил несколько ослабить бас в низкочастотном диапазоне и предлагает прокачать его в диапазоне высокой середины. Вполне неплохая идея. Но мы немного ослабим интенсивность обработки.
И, возможно, запретим плагину влиять на низкие частоты. Посмотрим на эквалайзер. Плагин автоматически установил полосу динамического эквалайзера на основную частоту баса, что очень удобно. Я бы, скорее всего, сделал то же самое, но мне не нужно было этого делать. Мой виртуальный ассистент сделал это за меня. По-моему, это и есть работа ассистента. Только, в отличие от человека, плагину не нужно платить, что является большим плюсом. Компрессоры работают так же, как нужно. Exciter. Красота. Послушаем до обработки. Без микса непонятно. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. Все искажено. Запрещать запрещено. По-моему, довольно неплохо. А теперь давайте немного ускоримся. Плагины с алгоритмами искусственного интеллекта созданы для того, чтобы помочь нам сделать рабочий процесс более быстрым, оптимальным и приятным. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Lime обычно хорошо работает на клавишных, поэтому я его и выбрал. Со своим пресетом, конечно. Но высоких частот многовато, поэтому мы их вернем назад. Прекрасно, все работает. Попробуем барабаны. На барабанах должен хорошо сработать Gold. Вы можете заметить, что я все время использую свои пресеты, но это не из-за того, что я какой-то самовлюбленный или это просто какой-то кич. Нет, мои пресеты для меня являются самыми правильными по звуку, поэтому я их и выбираю. Если вам нравятся другие пресеты, что ж, я не против, но попробуйте мои пресеты, скорее всего, они понравятся и вам. На барабанах достаточно высоких частот, поэтому я их немного ослабляю. Да, до обработки звучания чуть скучновато. А теперь повеселее. Но здесь мне также нужен ньютрон. Неплохо, но Exciter мне не нравится. И высокие частоты мы усиливать не будем. Правда, это высокая середина, но тем не менее. Кстати, заметьте, что ньютрон определяет инструменты правильно. Хорошо. Общество доведено. В воздухе заражено. Прокачаем саб. Обычно я выбираю пресет Balanced. Иногда хорошо работает и WOM, но Balanced обычно работает лучше всего. Компрессоры, эксайтер, эквалайзер, скульптор. Все как и должно быть.
Что мне нравится в Neutron, он не портит саб-басы, что очень часто делают другие инструменты. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Ну, теперь немного любви нужно добавить и вокалу. Конечно, здесь я возьму своего нового фаворита. Это будет Camel. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. Все искажено. И вместо ослабления 400 Гц мы их немного Подумай усилим. дважды и умножь на 2, все равно. Двойное дно, если система падает как домино, значит все договорились, значит так положено. Если прав, подумай дважды и умножь на 2, все равно. Красота. Вокал хорошо выдвинулся вперед, мне это нравится. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Красота. И теперь поработаем с мастером. На мастере я возьму Scarlett. Конечно, вы могли предположить, что я возьму либо Green, либо Erin, либо еще что-нибудь. Но на подобных очень ярких и сочных миксах Scarlett мне нравится больше всего. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. 3 кГц здесь работают просто шикарно. Запрещать запрещено. Если прав, подумай дважды и умножь на 2, все равно. Двойное дно, если система падает как домино, значит все договорились, значит так положено. Если прав, подумай дважды и умножь на 2, все. До обработки чуть более закрытое звучание, Если рвется основное, а теперь более открытое. значит все договорились, значит так положено. Ну и теперь давайте заполируем это все озоном. Действие равно противодействию. Выбираем режим Modern. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. Все искажено. Запрещать запрещено. Если прав, подумай дважды и умножь на 2, все равно. Двойное дно, если система падает как домино, значит все договорились, значит так положено. Если прав, подумай дважды и умножь на 2, все равно. Двойное дно, если рвется основное звено, значит все договорились, значит так положено. Автоматические корректировки сделали микс слишком тусклым. Посмотрим на эквалайзер. Да, действительно, высоких частот срезано слишком много. Вернем их назад, как и высокую середину. И вот это вернем тоже немного назад. Эквалайзер чуть-чуть перестарался. Но все-таки это ассистент, ему это можно простить. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. Все искажено. Отлично. Самое интересное здесь — это модуль динамического эквалайзера. Он обычно устанавливает полосы там, где нужно, и мне не нужно настраивать их вручную, что просто чистый кайф. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Ну и максимайзер, переключусь в режим Modern, он мне обычно нравится больше. И вернем громкость немного назад, потому что для задач сегодняшнего видео нам не нужно выбить всю дурь из этого микса. Нам нужна обычная невысокая громкость. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Хорошо, чтобы не затягивать всю эту историю, давайте послушаем, как наш микс звучал до обработок и как стал звучать со всеми вот этими очень быстрыми, я бы сказал, даже молниеносными корректировками. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено. Цензура, дезинформация. Все искажено. Действие равно противодействию. Рвется основное звено. Запрещать запрещено.
Действительно, с этим уже дальше можно работать. Вы видите, что плагины с искусственным интеллектом не забрали мою работу. Я сижу, делаю сведения, принимаю те или иные решения по эквализации, по компрессии, по сатурации, по всему, что я обычно и делал раньше. Но что изменилось? Ускорился рабочий процесс. Мне теперь не нужно каждый раз выставлять точки эквализации там, где обычно я их выставляю. Мне не нужно опять настраивать компрессоры в тех параметрах, в которых я обычно их и настраиваю. То же самое касается и всех остальных приборов. Но когда эти точки расставлены, я уже могу сам решать, какой звук будет у моего микса. И это у меня никто не заберет. Что ж, ребята, если вы все еще боитесь плагинов с искусственным интеллектом, не бойтесь, это мирный полет. Большое спасибо за внимание, увидимся завтра. Плывите к звуку.